Меняем старую программу на новую анаграмму. Сегодня мы разберем самую взрывоопасную систему из когда-либо созданных. Систему, которая строила империи и стирала с лица земли целые города. Которая заставляла людей творить самое прекрасное искусство и совершать самые чудовищные насилия. Ее код писали не программисты. Его писали пророки, пастухи и царьки в пустынях на заре цивилизации. Это операционная система под названием религия. И да, она сильно устарела. Но мы до сих пор пытаемся запускать по ней современные приложения. Поиск справедливости, навигатор по смыслам, антивирус от неминуемого ужаса смерти. И знаете что? Она глючит. Старая система очень сильно глючит. Жестко глючит. Крестовые походы во имя Бога, джихад, терроризм, смертник с бомбой на груди, инквизиция, костры и миллионы убитых. Прибитых к кресту или сожженных на костре людей во имя новой веры, во имя единого Господа. Все эти люди, что это творили, искренне верили. Все они верили в единого Бога. И все они убивали. Убивали якобы во имя любви, во имя мира, во имя добра, во имя порядка и справедливости. Где тут логика? А логики нет. Есть только человеческая природа, обернутая в священные свитки. Мы ходим в храмы, ставим свечки, просим помощи у небес, а выходим и живем так же, как и все. Жадничаем, ненавидим, завидуем и продолжаем грешить. Потому что религия для большинства – это не руководство к действию. Это скорая психологическая помощь. «Боже, помоги!» Кричим мы в яме, когда у нас в жизни все плохо и все рушится. А выбравшись, тут же забываем, кто нам подкинул веревку. Почему за 2000 лет ни одна вера, ни одна религия не победила голод, войны, неравенство? Да потому что это не ее задача. Ее задача – это объяснить, почему это нормально. Страдание – это испытание. Нищета – это смирение. А настоящая награда ждет тебя потом. Там, после смерти. Где-то на небесах. Удобно, правда? Особенно для тех, кто там, наверху. Власть и религия – это старейший брак по расчету. Государству нужно, чтобы тобой можно было легко манипулировать и управлять. А что может быть лучше, чем внушить, что сам Бог велел слушаться? Слушаться там. Тех, кто наверху. Всякая власть от Бога. Слышали? Но когда наука и здравый смысл и права человека начали ставить под сомнение эту догму, государство сделало ход конем. Они сказали: ладно, живем по светским законам, а в душе верьте во что хотите. Так появилось наше шизофреническое время. Внешние законы от людей, а внутренние от Бога. И они постоянно в конфликте. И вот мы тут в 21 веке с айфонами в руках и каменными скрижалями в сердце и головах. И я смотрю на этот мир, на эту планету, на это племя, которое мнит себя венцом творения, и вижу лишь детскую площадку, захваченную упитанными, испуганными животными. Мы, люди, это обезьяны с палкой. Мы вытащили из этой палки микрочип и запустили ее в космос, но суть
не изменилась. Палка существует для того, чтобы ей кого-то бить, чтобы у кого-то что-то отобрать или чтобы кого-то пугать этой палкой. А потом мы собираемся в кучке и машем этими палками и ищем блох на шкуре у вожака. И это называется политикой. Посмотрите на них, на наших современных политиков. Они трясут игрушечными мечами, строят гримасы с экранов, делят картонные коробки, которые называют государствами. Они втягивают в свои детские игры нас, обещая всем нам светлое будущее. А на деле готовят новое пушечное мясо. И мы, эта стая, которая смотрит на это все, жует банан и одобрительно кивает. Якобы взрослые дяди решают серьезные вопросы. А мы все просто смотрим на весь этот цирк и молчим. И только небольшая часть здравомыслящих людей задаются вопросами. Какие к черту взрослые дяди? Все эти дяди у руля корабля – это маленькие вечные дети, которым дали спички и танковый полк. А они по-прежнему сидят в песочнице и, помахивая дубинками, делят ведерко с песком и лопаткой. А потом начинается самый главный их ритуал – война. Мошенническая, беспощадная, бесконечная война за территорию в песочнице, которая никогда не заканчивается победой. А зачем? Потому что она идеальная машина. Она перемалывает жизни, плоды труда, надежды. Она превращает нас в испуганных зверьков, готовых сбиться в стаю вокруг своего вожака и кричать на соседнее дерево: «Отдай! Это наши бананы!» Она оправдывает нищету, отменяет неудобные вопросы, мораль, законы, смыслы, идеалы. Она уничтожает саму мысль и веру. Веру в справедливость и в Бога. Война – это алтарь, на котором они приносят жертву все наше будущее, чтобы продлить свою власть. Не завтра, сегодня. И над всем этим смрадный дым веры. Не той, что в тишине сердца, а в той, что стала ошейником. Бог. Они сделали из него надсмотрщика. Они продают вам рай где-то там в небесах загробной жизни в обмен на покорность сейчас, в этом аду, в котором мы живем. Смирение, терпение, власть от Бога – это же все просто гениально. Зачем строить тюрьму для души, если можно убедить душу, что она и есть тюрьма? А ключ находится в руках жреца или его земного наместника. Слушайтесь и повинуйтесь. Это не религия. Это система управления с помощью вины и страха. И социум – это лишь продолжение этого концлагеря, где мы сами охраняем друг друга, стыдясь собственной свободы. Кучка паразитов – вот кто сидит на вершине этой пирамиды. И они не боги. Они просто тираны. Они те самые смертные обезьяны, которые первые догадались, что можно не добывать бананы, а заставить других добывать их для себя. Их власть держится только на одном – на нашем согласии быть послушными обезьянками. На нашем с вами страхе взять ответственность за себя и за свою собственную жизнь. Мы все боимся свободы больше, чем рабства, потому что свобода требует ответственности. Свобода требует думать, а думать – это больно, а ответственность – это всегда страшно. И я спрашиваю не только вас, но и самого себя. А есть ли в мире религия свободы? Свободы, а не рабства. И сам же отвечаю, она есть. Но у нее нет храмов, потому что ее храм – это весь мир, который нас окружает.
У нее нет жрецов, потому что абсолютно каждый внутри своего собственного сердца сам себе пророк. Пророк собственной счастливой жизни, где правит любовь. У нее нет священных текстов, потому что они написаны в нервной системе каждый раз, когда ты видишь несправедливость и чувствуешь тошноту от вранья и лжи с голубых телеэкранов. Ее первый и единственный догмат – ты – это свободный человек! Ты не принадлежишь никому. Ты не принадлежишь государству, которое разменяло тебя на политический капитал. Ты не принадлежишь корпорации, высасывающей из тебя время и силы. Ты не принадлежишь идее, требующей ненависти к другому, такому же, как ты, человеку. Ты не принадлежишь даже той вере, что предлагает смиренно смотреть на все, что происходит вокруг. Кто сказал, что я раб Божий? Бог. Скажите мне, кто из вас лично слышал слова Бога? И когда ты понимаешь, что истинная религия – это не та религия, что держит тебя за идиота с палкой, как будто ты обезьяна, а та, что дает знания и пробуждение, именно в этот момент, когда ты видишь палку в своей руке и понимаешь, ты можешь ей никого не бить, ты можешь ее просто выбросить или выточить из нее флейту и играть мелодию любви. Или просто посадить дерево. И это акт. Это акт тихого, тотального неповиновения программе и системе. Самая главная молитва – это молитва. Вопрос. Почему? Почему все, что происходит вокруг, происходит? Кому это выгодно? А что, если нет? И это самое опасное оружие. Иерархическое общество гибнет, когда масса людей начинает думать самостоятельно, своей собственной головой, а не верить кому-то в какие-то пустышки, просто на слово. Вопросы – это всегда вирусы, против которых у системы нет антител. Ад – это продолжать спать, зная, что ты спишь. А рай – это не покой, а мучительная и ясная, невыносимо яркая ответственность за каждый свой выбор. Так что, да, дорогие мои, религия освобождения, она существует. Но вступить в нее, к сожалению, нельзя. Ее можно только осознать. Осознать внутри самого себя, в своем сердце. И это не побег из клетки. Это понимание. Это понимание, что эта клетка была всегда только в твоей голове. И дверь в нее никогда не была заперта. Просто тебя учили бояться того, что находится за этой дверью. Мы не обезьяны, которые осознали, что держат палку. Или наоборот, мы обезьяны, которые не осознают, что держат эту палку. И каждому из нас теперь придется решать, а что же делать с этой палкой? И в этом весь ужас и вся слава нашего существования и положения. И самое главное – это не ждать Спасителя, оглядываться по сторонам и ждать, что нам кто-то придет и поможет. Потому что начинать нужно всегда с себя. Задавать вопросы нужно прежде всего самому себе. Отказываться играть по чужим правилам нужно самому, а не верить кому-то и слушать кого-то. И это и есть начало священной войны. Не против других, а против раба. Раба, который живет внутри каждого из нас.
И это единственная война, которая имеет смысл. И это единственная религия, которая никогда не лжет. Всем нам пришла пора проснуться и выйти из этих древних операционных систем и создать что-то новое. Создать что-то новое внутри самого себя. Некую новую религию. Не для молитв, а для дела. Не для смирения, а для прорыва. Религию, где храм – это исследовательский реактор или стартовая площадка на Марсе. Где грех – это бездействие перед лицом глобальных угроз. Где молитва – это сосредоточенная работа ума. Где пророки – это ученые, инженеры и философы. Звучит круто, правда? Но все же это утопия. Я скажу почему. Потому что любая новая догма – это всегда новые костры. Это новые еретики и новые неверные. История не учит нас создавать идеальные системы, она учит нас одному. Абсолютная истина в руках человека превращается в абсолютное оружие. Будь это меч Господень или диктатура пролетариата. Механизм всегда один и тот же. Найти виноватых, объединиться против них и шагать в светлое будущее по их костям. Так что нет. Нам не нужна новая религия. Нам нужна новая трезвость и здравомыслие. Признать, что старые религии – это не инструкция от Бога, а культурный код всего человечества. Сборник наших страхов, надежд, ошибок и прозрений. И их можно уважать как историю. Но не нужно делать из них конституцию для будущего. Нам нужна этика, основанная не на страхе перед адом, а на ответственности перед тем, кто рядом. Нам нужна цель, которая не за облаками в небесах, а здесь, на земле, чтобы строить общество, где не будет голодных, где знание победит предрассудки, и где мы наконец-то повзрослеем и перестанем ждать чуда извне. Или ждать чуда от младенцев, которые по-прежнему играют в песочнице, как обезьянки с палкой. Космос нас не спасет. Его можно спасти только цивилизация, которая договорилась о правилах игры не на небесах, а на земле, которая нашла в себе мужество посмотреть в лицо бессмысленной пустоте Вселенной и сказать: да, возможно, Бога нет, но я буду добр, я буду справедлив, и я буду исследовать этот мир не потому, что меня где-то там ждет награда, а потому что это достойно человека. Так что выбор всегда за нами. Или мы дальше будем донатить на золотые купола, молясь о чуде, и слушать добреньких дядей в песочнице. Или мы включим свет. Включим свет в своем сердце, в своей голове и начнем строить чудо своими руками. Потому что старые боги за нами наблюдают. Так давайте сделаем так, чтобы им было на что посмотреть. И не скучно улыбаемся и машем, танцуем и пляшем.